Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. По сложившейся традиции, создавая образы для новой коллекции «Осень-зима 2024-2025», креативный директор дома Dior размышляла о влиянии женщин на мир вообще и фэшн-индустрии в частности. Такова уж общая тематика творчества Марии Грации Кюри. В начале обзора, друзья, пару слов, я думаю, стоит сказать о выбранном месте для проведения шоу. Второй сезон подряд в рамках марафона недели моды в Париже бренд изменяет своей исторической локации – музею Родена и сооружает для модного действа огромное пространство-куб в знаменитом саду в центре столицы. В день показа вход в сам парк был свободный, а кованые железные ворота открыты абсолютно для всех. Так что перед стартом дефиле здесь собралась многотысячная толпа желающих получить автографы звезд и сделать фото. Приглашенных на презентацию зрителей встречал целый парад из услужливых мужчин модельной внешности в смокингах. В общем, несмотря на то, что коллекция Dior со всех аспектов однозначно женская, концентрация мужской красоты на входе просто зашкаливала. Не менее впечатляющим оказалось и внутреннее оформление зала, в который публика пробиралась по узкому коридору. Мы с вами уже знаем, друзья, что для каждого шоу Мария Грация Кюри выбирает художницу с мощной феминистской позицией. Для создания зрелищной сценографии дизайнер пригласила индийскую художницу Кулкарни, которая в своем творчестве изучает женщину в изменчивой городской среде, от дома до офиса. Мягкий желтый свет деликатно подсвечивал центральный подиум с плетеными скульптурами-костюмами, очень схожими с защитными доспехами. На стены выводились проекции картин сильных и независимых индийских девушек. А вот главной героиней новой коллекции стала сама мисс Dior. Об этом, к примеру, гласит принт заявления на юбках, тренчах, жакетах, пальто и на сумках. Мария Грация Кюри взяла за основу узора рекламное изображение бренда. Оно похоже на уличное граффити и словно нарисовано от руки малярной кистью. Логотип в таком виде был создан по случаю открытия ныне забытого бутика Miss Dior еще в 1967. Именно тогда французский дом впервые выпустил коллекцию готовой одежды, что на тот момент оказалась настоящей революцией в высокой моде. Сшитые на заказ наряды от кутюр вдруг уступили место более повседневному гардеробу. Теперь эти вещи могла купить для себя любая женщина, с достаточным, конечно, доходом. Сегодня дизайнер увеличила масштаб архивного логотипа и, как в те далекие 60-е, вновь предложила поклонникам марки одежду для реальной жизни, повторяя в образах черты ретро-эпохи, отказавшись при этом от классического жакета-бар и диоровского стиля New Look. В коллекции на холодный сезон Кюри отражает свое видение энергичной вольности и парижской элегантности. Здесь мода смело выходит за пределы ателье. Она уверенно отправляется покорять улицу. Так, в линейке на холодный сезон появились свободные смокинги песочных оттенков, юбки на запах и черные водолазки, двусторонние кашемировые мини с соответствующими топами без рукавов, свитеры и жилеты крупной вязки. Не менее хороши здесь для повседневного гардероба перехваченные в талии пояском двубортные пальто и тренчи, укороченные варианты с покатыми плечами и, что мне особенно нравится у марки Dior, стильная джинсовая одежда, будь то темно-синий деним или затертая до белизны варенка. Свою изюминку модный аутфит добавила обувь с пряжками и золотыми шариками на каблуках. Взяв старт с вещей, украшенных акцентным лого, коллекция далее наполняется нарядами в клетку, а также, на мой взгляд, довольно агрессивным, как для данного бренда, леопардовым принтом. Закрывали шоу вечерние образы, расшитые вручную хрустальными кристаллами-подвесками, которые создавали приятное звучание в движении. Еще были платья с драгоценной бисерной бахромой и великолепные белые макси. По исполнению эта часть коллекции оказалась все-таки очень близка к кутюр, что неудивительно для финального вечернего блока. Приятного вам просмотра, мои дорогие зрители! С интересом жду обсуждения новой линейки Dior в комментариях.
От души спасибо за лайк и подписку на канал. Всем красоты, хорошего дня, позитива и теплого, солнечного настроения!